Здравствуйте, друзья! С вами Ольга. Сегодня я предлагаю вам шить очень классную сумку. Получилась она вместительная, красивая, вот такая объемная. В общем, сами видите. Чтобы показать ее в объеме, я вовнутрь напихала туда всего, чего угодно. В общем, вот такая она в объеме. Тоже такая пухляшечка получилась. Сейчас я все наполнение вытащила, и давайте посмотрим ее изнутри. Сумочка имеет 3 отделения, 2 из них большие. Между ними идет отделение поменьше, но туда свободно помещается телефон. Получилась очень классная модель сумки. Шила я ее впервые, такую модель. Но, девчата и ребята, рекомендую, конечно, сшить такую же и вам. Моя сумочка из натурального меха, из кожи, но, конечно же, это не принципиально. Такую сумку можно шить из абсолютно любых материалов. И модель, так как эта модель мне понравилась, я, конечно же, еще сошью такую модель сумки из других материалов. Вот. Эту переднюю часть сумочки я шила из меховых обрезков. И как я это делала, я показывала в прошлом видео. Ссылку на это видео я оставлю в описании к этому видео. Для задней стороны сумочки я взяла цельнокроенный кусок мутона. Я его не проклеивала флизелином. Для средних деталей я использую кожу, которую проклеила флизелином. Одна из этих деталей сшита из 2 кусков. В моем случае это вынужденная мера, так как у меня не было подходящего по размеру куска кожи. Размеры этих деталей 26,5 на 18 сантиметров. Детали из меха тоже таких же размеров. Детали подклада тоже таких же размеров. Нам понадобится 4 детали из подкладочной ткани. Начнем с кожаных деталей. Надо начертить вот такую вот рамочку. Сверху я отмерила расстояние 1,5 сантиметра, и все получилось хорошо. Я отстрочила отделочные строчки, все было удобно. Но для большего удобства отмерьте от верха не 1,5, а 2 сантиметра. По бокам и низу 4 сантиметра это хорошее расстояние. Так, вот, сложили кожаные детали лицом к лицу, и нам нужно прострочить по нарисованным линиям по бокам и низу. Вот, должно получиться вот такое отделение. Затем берем 2 подкладочные детали и на каждую кожаную деталь мы вот так вот ее настрочим. Вот, сострачиваем с одной стороны, и также вот вторую подкладочную деталь приложим к кожаной другой детали. Ну, сейчас я прострочу, будет, наверное, более понятно. Вот, я пристрочила их. Вот, видите? И проложила отделочную строчку по подкладочной ткани на 0,2 сантиметра. Все, эту заготовку отложим пока что в сторону. Займемся меховыми деталями. Проверяю направление ворса. Он должен быть направлен вниз. Также здесь проверяю. Вот. По верхним срезам нам нужно пристрочить молнию. Прикладываем ее нужной стороной. Я бегунок сейчас сниму, но на данном этапе пока что можете не снимать. Вот я сняла. Сейчас я заколю молнию, чтобы она не перевернулась, не упала никуда, не потерялась, чтобы она у меня была той стороной, которой нужно. Вот так закреплю сейчас просто. Но вы пока что можете не снимать бегунок, чтобы потом, когда пристрочим молнию, чтобы мы могли проверить правильность пришивания. Вот теперь от бокового среза отмерю 2 сантиметра, приложу край молнии вот так, приколю булавками, вот тут расправлю и буду настрачивать до того момента, вот здесь у меня тут
тоже будет 2 сантиметра. В общем, от краев отступаем по 2 сантиметра к центру. И между этими метками настрачиваем молнию на одной и второй деталях. Когда я пристрочила молнию, я одела бегунок, проверила, что все было ровно. Ну вот если бегунок не сняли, то да, и вы можете проверить, застегнули, расстегнули, но потом бегунок нужно снять. Затем берем детали подклада и пристрачиваем к меховым деталям поверх молнии. По деталям подклада прострочила отделочные строчки на 0,2 сантиметра. Вот на кожаных деталях я одной стороной приложила подкладочную ткань, на меховых другой стороной. Ну, мне так захотелось. Так, дальше. У меня есть вот такие металлические детали. Я их буду использовать взамен колец и полуколец для того, чтобы пристегивать ремешок. Вот каждую из деталей обогну вот так вот кожаной полосой широкой и буду встрачивать в боковой шов. Вот так вложу ее прям поближе к строчке. Ну, вначале хотела я сделать просто закрепку, но в итоге я не делала закрепку, а проложила полностью строчку. Вот сейчас увидите. Вот от верха я отмерила 3 сантиметра. Приложила туда эту полосочку, да, шлевочку. И проложила вот параллельно уже простроченной строчке. Вот шила на ширину лапки. Вот проложила, получается, 0,5. По низу я практически строчка в строчку шла. И здесь также по боку на 0,5. Вот так получилось. Теперь что делаем? Теперь вот эту вот деталь нам нужно сложить. Вот так все к центру, чтобы срезы ее нам не мешали. Если бы это была сумочка из обычной ткани, можно сколоть, сметать ниткой. Но так как у меня детали кожаные, на них останутся проколы, я буду вот так вот подворачивать и потихоньку прошью все. Совмещаю швы. И, в общем, нам нужно прострочить боковые срезы и по низу. Подклад поверху мы не сострачиваем. Вот, все сострочила, уголочки я вот так вот срезала. Теперь все это дело мне нужно вывернуть. Вот, выворачиваю, сразу расправляю уголочки, поправляю. Теперь вот вторая деталька у нас, да, вторая деталь сумки, которая не состроченная. К ней нужно приложить вот эту вот. И теперь их нужно сострочить. Ну вот, а ту деталь, эту, ту. Но я думаю, что все понятно будет. Если непонятно, то пишите. Я, конечно же, попытаюсь еще раз объяснить. В общем, ту деталь, которую мы уже сострочили, ее теперь нужно подвернуть к центру, чтобы она нам не мешала, и сострочить то, что не сострочено. Теперь опять все это выворачиваем. Ну, я выверну, и я думаю, что будет все понятно, надеюсь.
Вот получились вот такие вот две детали, состроченные по центру, да. Вот, вывернула уголочки, и теперь на меховых деталях в местах соединения нам нужно вычесать ворс, который попал в шов. Ну, вот этой расчесочкой мне было неудобно вычесывать, так как у нее круглые такие края зубчиков. Я взяла другую чесалку. Ну, вот так вот буду вычесывать. Вот тут видно, как ворс себя ведет в шве, да, он прям застрял там. И с помощью чесалочки вот так вот расправляем, распушаем, вытаскиваем его. В общем, все вычесываем. Так, все почесали, расчесали. Теперь детали подклада вкладываем вовнутрь. Нам нужно сделать небольшой перекант и прострочить по кругу отделочную строчку. Я строчила на ширину лапки. Вот так вот одно отделение мы прострочим по кругу. И со вторым отделением то же самое. Делаем небольшой перекант и прострачиваем по кругу. Вот, прострочила отделочные строчки, пользуясь тем, что в подкладке дно не застрочено. Было удобно подлезть и дорасшивать переднюю часть сумочки. Вот тут по краям. Вот все дорасшивала. Теперь за счет того, что в подкладке дно совершенно не застрочено, нам будет легко и удобно определить, где нужно проложить строчку на подкладке. Для этого вкладываем подклад хорошенько, разравниваем, на ощупь находим шов стачивания основных деталей и определяем, до какого момента нам нужно, на каком расстоянии нам нужно застрочить подкладку. Вот у меня получилось 2 сантиметра. Эти 2 сантиметра вот так вот вовнутрь сложу и проложу строчку на 0,1. Вот, прострочила. Ну, вот так вот все получилось. На мой взгляд, очень даже ничего. В целом сумочка получилась просто обалденная. Я влюбилась в эту модель. Очень удобная, вместительная, просто класс. Так, теперь нам остается одеть бегунок и оформить край молнии. Вот бегунок одела, молнию, видите, прицепила вот такой вот наконечник на молнию. Вот они одного оттенка с бегунком. И, в общем, вот такая красота получилась в итоге. Даже сама не ожидала, что получится такая классная просто сумочка. Очень вместительная, красивая. Так что рекомендую вам сшить тоже такую же модель сумки. Ну, а на вот эти держатели для ремешка, да, чтобы подвешивать, я для того, чтобы показать, прицеплю ремешок от покупной сумки. Но это не столь важно, какой ремешок, да, но он в принципе сюда подходит. Тоже из черной кожи, очень подходит. В принципе, можно прицепить ремешок цепочку, просто у меня серебряного цвета цепочка, от сюда подойдет более темного оттенка. Ну, вот такое вот видео у меня на сегодня. Я хочу сказать спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку, за добрые слова. Очень приятно. И это именно воодушевляет и сподвигает снимать новые видео, новые идеи, что-то придумать новенькое, интересное и очень приятное для вас и для меня. Ну а я буду с вами прощаться. Заходите еще на канал, подписывайтесь, если хотите.
до скорых встреч. Всем пока-пока.